Привет всем! Хочешь много кататься, но с ценами на бензин ничего не получается. Есть один отличный вариант, но с плюсами и с минусами, которыми я расскажу позже. Это Nissan Leaf первого поколения. Автомобиль выпускался с 2010 года по 2017 год. Рестайлингов почти никаких не было. Был один в 2015 году, и то доработки по аккумулятору и по начинке. Так, в принципе, дизайн остался тот же. Машина с виду похожа на Nissan Note. Сбоку, если на нее посмотреть, то похожа на какую-то большую серую мышу. Но дизайн, в принципе, на 2010 год очень-очень нормальный. По кузову. Кузов у нас как бы пока не гниет. Очень хороший. И, в принципе, когда вы будете покупать эту машину, вы на этот кузов будете смотреть в последнюю очередь. Потому что надо сначала смотреть на емкость аккумулятора. Точнее, его характеристики и как он остался, ну, живой, не живой. Потому что может даже быть большой пробег, но аккумулятор быть в нормальном состоянии. Потому что на аккумулятор многие факторы влияют. Как часто заряжались, на какой зарядке заряжались и так дальше. То есть сначала мы смотрим на состояние аккумулятора, потом уже на кузов состояние и потом уже там на определенные плюшки. А теперь перейдем к самому интересному, что же у нас под капотом. Под капотом у нас электромотор, мощность у него 109 лошадей и 280 крутящих, что очень много, как бы для массы тонну 400, это очень большой крутящий момент. Мотор, ну он как бы есть, но он не такой, как в ДВС, и здесь нету коробки, у нас просто обычный редуктор. Здесь у нас открываются два порта есть. Это для Type 1 медленная зарядка. И у нас SMOS. Это уже для быстрой зарядки. Если часто заряжать быстрой зарядкой, аккумулятор ваш сдохнет. Здесь еще в хороших комплектациях есть камера переднего вида. А так, в принципе, больше ничего нету. Итак, по салону. Салон, в принципе, ничем таким космическим не отличается. Здесь у нас маленький экранчик и здесь маленький экранчик. Здесь спидометр показывает. В принципе, похоже на Honda Civic 4D. Здесь у нас обычная мультимедиа. Она как бы маленькая, но есть комплектации там, где уже полноценный экран большой. И здесь вместо кондишена уже идет климат. Так, ну, есть подогревы сидений. Здесь куча кнопок. Это у нас открывание лючка зарядки, настройки по меню побегать, стеклоподъемники и есть подогрев руля, которым вы будете очень редко пользоваться, так как заряд у вас, вы будете экономить вечно. И заряд не будете так просто тратить. Так же самое с подогревом сидения. Как бы, ну, он есть, но пользоваться вы не будете. Есть еще на заднем сиденье тоже подогрев сидения, который тоже будете экономить и его редко включать. Здесь бардачок. Он как бы, ну, он не сильно широкий, но он глубокий. На руле кнопки мультимедии, эко-режимы и селектор коробки. Ну, как я сказал, коробки здесь нету. У нас здесь редуктор. Грубо говоря, нажимаете этот тормоз. Так, драйв включается, так, заднее. Посерединке у нас паркинг. И все. Пойдемте назад и посмотрим, сколько места сзади. Задний ряд. Здесь очень высоко по голове, комфортно для ног. И посадка, вот я сижу за собой, тут место, ноги даже, ну, не упираются. Как бы сзади очень много мест. И, в принципе, эти машины больше часто использовались для такси, так как она с виду маленькая, но внутри очень просторно. И, в принципе, для такси эта машина очень даже подходит. Правда, для этого фирмы улучшают аккумуляторы.
емкость запаса, чтобы побольше было. Ну и, в принципе, выпускают их на линию, и они таксуют. Сзади больше ничего такого нету, даже подлокотника нету. Есть стеклоподъемник, ну и все. Ну, есть включатель, то, что я говорил, подогрев заднего дивана. Идем в багажник, посмотрим, насколько большой у нас багажник. Багажник просторный, как для хэтчбека, он как бы даже, ну, он большой, побольше, чем в Гольфе, мне так кажется. И, в принципе, он даже вместительный. Здесь должна быть полка, которая открывается, ее пока тут нету. Здесь у нас, как всегда, это блок зарядки. И под ковриком у нас как бы ничего нету. Запаска у нас здесь под пластиком. Неудобно будет доставать ее. И здесь у нас кармашек. Там у нас, грубо говоря, находится, если вы прокололи шину, чтобы как это ее заклеить, там, ну, приспособа такая. А так, в принципе, больше ничего нету. Даже нету зарядки там на 12 вольт прикуритель, даже если колесо спустило, вы не накачаете. То есть надо вставлять впереди прикуритель и накачивать колеса. Здесь на крышке есть у нас камера заднего вида. Ну и в принципе все. Поехали прокатимся и посмотрим, на что этот автомобиль способен. Погнали. Запускается автомобиль в принципе просто. Есть кнопочка, мы ее нажимаем, все загорается. И селектор просто берем на себя и на себя. Драйв включаем, грубо говоря, отпускаем педаль и мы начинаем ехать. Звука как бы, есть какой-то мелкий звук такой, как бы электродвигателя, ну, я вам не объясню. Едет машина это очень резво, крутящий момент сразу используется, грубо говоря, эти все 280 крутящего момента, как бы только чуть-чуть нажимаешь на педальку, сразу тебя вдавливают в сиденье, и вы смотрите на циферки, как бы уже соточка. Есть еще режим здесь B. B это у нас как бы повышенная рекуперация. Мы ее включаем, и когда отпускаем педальку, машина как будто притормаживает, но она в этот момент рекуперирует заряд аккумулятора. И она чуть-чуть как бы тупая становится, ну не так едет резво. И если еще хотите больше экономить, есть кнопочка эко-режим. Мы ее нажимаем, она лучше рекуперирует, но пропадает как бы вот эта тяга. То есть, в принципе, все равно на светофорах вы сможете вырваться, там где-то проскочить, еще что-то, но уже не такая будет мощность. Вы как бы почувствуете сразу по этой тяге, по педали, как вы будете нажимать. Итак, поговорим теперь про запас хода. Запас хода здесь как бы 24 киловатта. При новой машине примерно там 170 километров, но это летом, и это если очень плавно ехать, спокойно. Так, уже как бы подсевшим аккумулятором, грубо говоря, ну, за 5 лет, это 15 года машина, при полной зарядке показывает на экране 150, но эта цифра, это как бы примерно, то есть она будет изменяться от того, как вы будете ехать. То есть вы будете, допустим, очень сильно газовать, как бы сразу там циферка это уменьшится. Но примерно на такой более-менее живой батарее вы сможете летом проехать в спокойном режиме 120-130 километров. Зимой сразу это у вас печка, плюс зимой при минусовой температуре у нас как бы аккумулятор чуть-чуть слабеет. Вы проедете, ну, почти чуть ли не в половину меньше. То есть, ну, километров 70, может 80 будет. Потому что вы еще будете включать печку, а печка у нас тут сразу может и 3 киловатта схавать. И из-за этого у вас заряд уходит. Здесь можно, в принципе, еще на кондишене ездить, но тоже. Вы будете экономить на этом всем и ездить будете, в принципе, всегда на эко-режиме. Эко-режим и Б это повышенная рекуперация. Потому что
у вас будет очень мало запаса, как бы вы захотите вечно экономить и будете во всем отказывать. Так же самое это касается подогрева руля, подогрева сидений, ну и зимой печку вы будете ее, наверное, включать, выключать. Если вы, конечно, живете в частном доме и заряжаете каждый день, то тут проблем нет. Поставили на ночь, там на ночном тарифе, гривня 20, допустим, сколько за киловатт, это получается, ну, 30 гривен, это у вас полная зарядка, и, грубо говоря, вы можете 120 километров ехать. Есть еще, можно увеличить объем батареи. Это есть функция добавляет просто аккумуляторы, и есть по-хорошему после 2015 года у них там какие-то аккумуляторы, их можно заменить и поставить в штатные места аккумулятор большой емкости, и потом у вас запас увеличится до 300, даже до 400 километров пробега. Но этот тюнинг стоит очень много денег. То есть примерно, чтобы на 400 километров вам хватало запас, это вам обойдется, ну, сейчас, наверное, тысяч 6-7 долларов. И тут уже вы подзадумались, да, есть ли смысл менять этот аккумулятор. Ну и в принципе аккумуляторы на лифах деградируют. Они больше деградируют, чем в других машинах, потому что в других машинах хоть какое-то стоит охлаждение аккумулятора и подогрев. Здесь такого нету, из-за этого со временем аккумулятор лифа деградирует, теряет емкость, и тут же сразу, если вы покупаете с дохлым аккумулятором, ну, готовьте, что вы даже сотку не проедете летом, ну и потом либо ее продавать, либо менять аккумулятор, который стоит немаленьких денег. Итак, вот едем мы, допустим, 40 километров, нажимаем газ в пол, сразу у нас ускорение, ну и как бы по цифрам вы видите уже сотка. Шумоизоляция, в принципе, здесь есть, как бы она не особо уж такая премиум класса, но из-за того, что мотора не слышно, шум только колес, ну и потока ветра. В принципе, шумка даже неплохо, то есть как бы не самая бюджетная, ну она тут есть. То есть комфортно, если еще музычку включить, то будет вообще шикарненько. Теперь перейдем о стоимости поездок. Тут есть три варианта, какие у нас. Либо заряжаться обычным проводом, вот этим, который у вас есть в комплекте дома. Это примерно она ест, эта зарядка 2,5-3 киловатта от сети. И будет заряжаться 24 киловатта аккумулятор, будет примерно 5-6 часов будет заряжаться машина. То есть если вы на ночь ставите по ночному тарифу, то у вас это обойдется, ну, грубо говоря, в 30 гривен. Есть еще станции, ну, везде, в принципе, по всему городу расставлены станции платные. То есть там, если заряжаться медленной зарядкой, ударчик нормально, да? Если заряжаться медленной зарядкой, там она, грубо говоря, дает 6 киловатт в час, и той зарядкой примерно вы заряжаете за 3 часа, 3,5 до полного. Но это с нуля, если у вас там полностью разряжено, ну, вы все равно будете держать там 15%, то есть у вас будет, и вы поедете, допустим, на зарядку. Стоимость таких зарядок там 8-8,50 гривен за киловатт. То есть если так посчитать, то это, грубо говоря, если полностью весь 24 киловатта зарядить аккумулятор, то это получится у нас сколько? Ну, в районе 200 гривен, 180 плюс-минус. И есть еще третий вариант, это быстрая зарядка, там она называется SMOS, второй разъем вы видели такой большой. Там получается тариф, конечно, чуть-чуть подороже, где-то гривен 13-12, смотря какая фирма. Но вы, в принципе, 80% аккумулятора можете зарядить за полчаса. То есть пошли, взяли хот-доги, там, фанты, пришли, похавали, ну и уже, в принципе, у вас машина зарядилась. Ну, тогда уже сумма
сами можете посчитать, допустим, 20 киловатт умножить на 12 гривен, ну и вот такая вот сумма. То есть, как бы, вроде бы не сильно много, как бы, но все-таки затратно. И если еще считать, если часто заряжаться этой быстрой зарядкой, то есть аккумулятор тоже деградирует и свойства аккумулятора теряются. Тут уже тоже вам надо решать. Если вы никуда не спешите, лучше медленной зарядкой подзарядиться и сохранить чуть-чуть ресурс вашего аккумулятора. Вот сейчас мы спускаемся с горки, и мы видим зеленые лампочки, грубо говоря, на приборке. Это рекуперация. То есть мы с горки катимся, отпустили педаль газа, и машина рекуперирует, то есть идет заряд обратно в аккумулятор. Он маленький, но все-таки он есть. По управляемости, в принципе, ничего особого здесь нету. Это обычная машина, только, ну, разве что электроусилитель руля, то есть руль крутится легко. А так, в принципе, обычная машина на автомате. Вот здесь обычная ходовка, Макферсон впереди, сзади обычная балка. И по ходовке чинить это, ну, обычный автомобиль. И по обслуживанию здесь, в принципе, там, раз в сезон, ну, какой-то есть лимит, поменять масло в редукторе. Это типа наша коробка, грубо говоря. И фильтр салона. Все, здесь больше обслуживать, в принципе, нечего. Ну, по ходовке там что-то может отломается, отпадет. То есть, ну, это уже как вы будете ездить. Поменяли и забыли. При покупке автомобиля БУ первый осмотр — это надо проверить емкость и вообще состояние аккумулятора. Первое, что если вы, допустим, у вас нету ни тестера, там никакого, ни еще чего-то, есть на приборке сбоку 12, ну, сейчас у меня 11 делений, но их максимум может быть 12. И это, получается, индикатор емкости аккумулятора. То есть, если у вас, ну, батарея на автомобиле убитая, то там будет 8 или 7 или 6. Ну, если их там даже 5, ну, такую машину лучше не рассматривать. Если вы разве что хотите купить машину по низу рынка с убитой батареей и типа в планах поменять аккумулятор, поставить, тогда, в принципе, да. Ищите самую-самую дешевую машину, меняйте на новый аккумулятор или там улучшенный там в объеме, ну и тогда едет. Ну, это первичный как бы осмотр по вот этим индикациям. А далее, конечно, лучше все-таки подключить через телефон, ну, через тестер или через ПК и посмотреть полностью показатели. Ну, это как бы то, что я говорил, лучше с профессионалом это осматривать. Потом уже вы смотрите на кузов, в каком он состоянии, ну и потом комплектация и все остальное. В общем, автомобиль дарит хорошие эмоции, он как бы динамичный, даже, ну, получше, чем бензиновые моторы. То есть, ну, любой 1.6 какой-то Логан там или Акцент, но он не даст этих ощущений. Да, цена чуть-чуть, конечно, дороже, но первое, это экологичная машина, то есть вы сохраняете экологию, плюс она динамичная, 280 крутящего, это как бы на этот вес, но это много. И это экономичность по вашему карману, то есть, ну, вы едете экономно, то есть платите вообще копеечки относительно, потому что сейчас с ценами на бензин это очень хороший вариант. Главное найти просто с хорошим аккумулятором. Даже, я не знаю, ну, лучше, конечно, все-таки, чтобы она была, кузов, блин, убитый, но аккумулятор был новый, потому что менять аккумулятор это очень дорого. Так, заключение. Если хотите экономить, у вас должен быть частный дом. Тогда по ночному тарифу мы заряжаем, ездим, и это будет у нас почти за копейки. Если у нас квартира, то уже как бы чуть-чуть подороже, но все равно дешевле, чем на бензине. Рассматривать эту машину как основную тоже нет, потому что запас очень маленький и далеко вы на ней не уедете. Так что, а так, если бы как вторую, третью машину, брать можно. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Всем пока. До скорой встречи.